Добрый день, друзья! Сегодня продолжаю рассказ о двух очень немолодых орхидеях, которые появились на моем канале 2 месяца назад. Мне они достались в наследство в очень печальном состоянии. Ссылочки на видео, в котором я первый раз показывала, в каком они были состоянии, я оставлю в правом верхнем углу экрана. И одну из орхидей я уже пересадила и показывала вам, как я это делала. Эту ссылочку я тоже оставлю в правом верхнем углу экрана и под видео. И сегодня хочу пересадить вторую орхидею. Одна у нас с вами буквально за 3 недели нарастила великолепные корни. Была пересажена. Хочу вам ее показать еще раз, что с ней все в порядке. Она растет. Там корни были елочкой замечательной, такой очень красивой. Но пока эта елочка, сейчас покажу, всего в 2 местах проросла до стенок горшка. Вот здесь видны маленькие корешки зеленые. Раскукленные, все растет дальше. И один корень оставался сверху. Вот этот маленький, тоненький корешок. Он дальше не стал расти, но на самом корне появился молодой отросточек. Вот растет. Пока не очень хорошо растет этот листик, но растет. Продолжает орхидея быть в хорошем и тургоре, и продолжает расти. Надеюсь, что посадка ей понравилась, она все приняла. А вот вторая орхидея была в более плачевном состоянии. И я ее не стала пересаживать 3 недели назад, только лишь по той причине, что от шеи у нее только начинался рост корней. Сейчас вот эти 3 корешка от шеи хорошо подросли. В горшке в водичке тоже есть корни, поэтому ее можно тоже пересадить. Листик растет слабо, но причина есть. Вот здесь был лист, сейчас возьму указочку и покажу. Вот здесь был лист, но я как лист его не видела, уже был отсохший, сухая вот эта часть, лист, видимо, отвалился, но вот эта зеленая часть осталась, и она тормозит рост листика. Вот видите, здесь все время есть какие-то небольшие механические повреждения. Вот этот лист пытается расти, но все время мешает вот эта сухая часть. Я ее обрезаю, но вот сколько возможно обрезала, а вырвать оттуда всю зеленую часть я пока не решаюсь. Пусть она вот эти листья старые сама сбросит, тогда я сниму ту часть. Всего 1 раз за 2 месяца я поменяла в ней воду. Сейчас извлеку ее из этого кашпо, обрежу все сухие гнилые корни, которые у нее остались, и посажу в керамзит. Если вот сухая часть, если она будет мешать, я ее тоже уберу и сделаю посадку. Симфонический оркестр сопровождения, как всегда, присутствует, только не мешает, не достает лапами до корней, пожалуйста. Вот эти корни в воде, они все гнилые. Это ее очень старые корни. Такие корни обязательно в воде сгнивают. Я их все удаляю. Вот старый длинный сухой корень. Я его обрезаю вот самое основание. Мы оставляли специально тяжи, но теперь уже тяжи не нужны, поэтому убираем. И вот еще вот остался такой же старый гнилой корень, который можно
убрать. Так, здесь корешок до живого не дорежу, но оставлю его. Еще один сухой корень, который не понадобился орхидеи, я удаляю. А вот смотрите, от старого, не очень, наверное, все-таки этот старый корень, начал прорастать вот такой маленький, молодой. Посмотрите, он даже толще старого корня стал расти. Здесь пошел рост корешка. Ну, а эти корни мы просто оставим, потому что когда орхидея будет посажена, очень велика вероятность того, что от этих корней начнут прорастать, вот как я вам в той орхидее показывала, везде начнут прорастать молодые корни. Единственное, что еще уберу, вот этот корень. Эти все сухарики сейчас тоже уберем. Есть сантиметр вот этой кочерышки, которая орхидее тоже не пригодится. А здесь есть один из корней, который мы оставляем. И вот этот сантиметр я тоже удалю. Здесь есть живая часть. Вот эту живую часть я обработаю перекисью водорода. Если вы свои орхидеи обрабатываете толченым углем или корицей, такой же срез можно присыпать или корицей, или толченым углем. Кто видел первые два видео, наверное, помните о том, что вот на этих листьях, это капля перекиси, были такие капельки, сладкие, липкие. Много было советов: протрите эти капли водкой, это обязательно вредители. Нет, это не вредители. Это была на орхидее гутация. Но так как этого было очень много, вот под этими сладкими каплями идут вот такие почернения. Но водкой и спиртом я орхидею никогда не обрабатываю, потому что спирт и водка обжигают. Да, есть много приверженцев именно таких обработок, говорят, что все нормально, все хорошо, но я этого никогда не делаю. Знаю от биологов, что это не очень хорошо для орхидеи. Поэтому все эти капли я взяла и протерла ватным диском, на который накапала неразбавленный фитоловин. После этого эти капли перестали выходить у орхидеи, и вот эти почернения, ну, они не исчезли, но дальше ничего происходить не стало. Поэтому все оставила вот так, как есть. Это тоже не разрастается, это тоже все обработано фитоловином. И вот с такими корнями я орхидею сейчас посажу. Могу сразу сказать, что вот эти два листа, эти очень старые у нее листья, видите, они тут какими-то и с желтым налетом, и с этой стороны. Она очень быстро от них избавится, забрав все, что ей нужно, какие-то питательные вещества, которые здесь находятся, она обязательно заберет и их отсушит. Так, ну а теперь давайте будем сажать. Я всегда использую двойные горшки. Убираем наклейку. На этих, вот именно на этих горшках не написано, какой на них объем. Ну, приблизительный объем от 2 до 2,3 литра. Орхидею помещаю в середину горшка. Так, нет, еще секунду. Еще я хочу обрезать вот этот сухую часть. Это старый цветонос. Все, и теперь в горшок. Так, придерживаю ее, чтобы она оставалась по центру. И засыпаю.
При посадке таких старых орхидей с небольшим количеством корней я стараюсь посадить в горшок, не засыпая керамзит до верха, потому что точно знаю, что вот эти листья будут отсушены, и когда еще начнется рост новых корней, я просто досыплю тогда до края горшка, для того, чтобы корни постарались расти внутрь горшка. Как я буду ориентироваться с поливом? По-моему, здесь виден один молодой корень. Сейчас я вам его постараюсь показать. Да, вот в горшке виден молодой корень, растущий. И есть еще корешки, которые проглядывают через горшок. Они пока сухие, но при поливе я буду ориентироваться именно на эти корни. Поливаю водой из фильтра обратного осмоса. Температура 28-32 градуса. Это всегда зимой и летом одинаковая температура. Поливаю я замачиванием. Вот так замачиваю горшок. Всегда на 2 пальца ниже грунта. Не ориентируюсь, когда у меня меньше грунта в горшке. По краю горшка ориентируюсь только по количеству грунта. Вот так на 2 пальца ниже. Заливаю горшок, даю постоять от 30 минут, может быть даже до часа, потому что именно вот эти корни, которые я вам показала, вот этот сухой корень, нужно этому корню дать обязательно напиться воды. И примерно через 2-3 недели я начну удобрять эту орхидею удобрением обязательно с содержанием азота, фосфора, калия и микроэлементов для роста корней и для роста зеленой листовой массы. Ричи. Я думаю, что мы с вами понаблюдаем еще за этими 2 орхидеями. Уж очень хочется от этих орхидей добиться цветения, но пока давайте добьемся от них хорошего роста корней и хорошего роста листиков. Это самое главное, что сейчас нам нужно от них получить. Но будем все для этого делать. А потом уже, конечно, постараемся сделать так, чтобы они красиво зацвели. Об этих орхидеях я буду вам еще рассказывать и показывать, для того, чтобы вы видели динамику их роста, потому что вот это омоложение у нас прошло с вами. Вот эту мы омолодили за месяц, а вот у этой получилось 2 месяца. Но будем смотреть и наблюдать за ними дальше. Если вам интересно узнать продолжение истории об этих 2 орхидеях, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Вам обязательно будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!